Друзья, здравствуйте! Добро пожаловать на канал Записки пользователя или Вы гениальны. Меня зовут Пульхерия. Сегодня наш выпуск посвящен любителям кофе и зефира. Мы сделаем зефир с очень необычным вкусом. Это будет кофейный зефир. Он обладает ярко выраженным вкусом и запахом кофе. Умеренно сладкий. И для его приготовления нам понадобится прежде всего кофе. Молотый кофе 15 граммов. Потребуется нам яблочное пюре 250 граммов. Как его получить? Яблоки запекайте в духовке до мягкости или в микроволновой печи. Затем протираете сквозь сито и ставите уваривать до потери объема. Потеря объема должна быть от 30 до 50%. В зависимости от того, насколько много влаги содержится в ваших яблоках. Пюре должно быть густое и без сахара. Потребуется нам 2 порции сахара. 1 порция 100 граммов. Это мы будем добавлять белки и яблочное пюре. А 2 порция на 300 граммов. Белки яиц 60 граммов. Это 2 белка и яиц категории S1. Кроме этого нам потребуется агар-агар 10 граммов. Щепотка соли и щепотка лимонной кислоты. Итак, приступаем. Сваренный кофе отцедите сквозь ситечко. Перелейте его в кастрюлю. Нам надо жидкости 200 мл. Если у вас кофейного раствора меньше, чем 200 мл, долейте его. Итак, в кастрюлю с кофейным раствором добавляем весь агар-агар. Ставим его на плиту и дожидаемся набухания агара. После этого мы в него будем всыпать порцию из 300 граммов сахара. В чашу миксера добавляем яблочное пюре. Яблочное пюре и белки должно быть холодным, из холодильника. Белки добавляем и щепотку соли. И будем взбивать, если у вас планетарный миксер, тогда, когда закипит уже агар вместе с сахарным сиропом. Если у вас ручной миксер и вы работаете без помощника, то сначала вы взбиваете яблочное пюре с белками и яиц, а потом варите сироп с агаром и кофе до температуры 110 градусов Цельсия. К яблочному пюре и белкам яиц добавляем 100 граммов сахара. Агар превратился в гель. Теперь всыпаем сахар и размешиваем его. Мешать надо непрерывно, иначе агар будет приставать к дну. Кофейно-агаровый сироп у нас закипел. Можно начинать взбивать тыквенное пюре с белками и с сахаром. Сахарно-кофейный агаровый сироп мы варим до температуры 110 градусов Цельсия. Сначала до закипания на сильном огне, а потом на среднем или даже ниже среднего. Взбиваем сначала на медленной скорости, а потом скорость постепенно увеличиваем. Взбив яблочное пюре с белками до побеления, можно теперь добавлять лимонную кислоту и продолжать дальше взбивать. Мы взбиваем весь процесс и будем вливать горячий сироп при температуре 110 градусов в белки и пюре, которые продолжают взбиваться. 109,9, 110. Друзья, мы достигли температуры 110 градусов Цельсия. Я вам показываю тонкую нить. Вот такая должна быть непрерывная ленточка. И сейчас мы с вами заливаем белки яблочным пюре, которые взбиваются у нас на 2/3 от максимальной скорости. Сироп вливаем тонкой струйкой. После того, как вольем весь сироп, миксер включаем на полную скорость. Взбиваем зефирную массу до охлаждения чаши миксера до 50 градусов Цельсия. Заранее подготовьте противень или поднос, на который необходимо положить лист пергаментной бумаги. На пергаментной бумаге нарисуйте контуры вашего будущего зефира. Кроме этого, подготовьте кондитерский мешок большого размера и из плотного материала. Ставьте в него насадку «Звезда», а сам кондитерский мешок поставьте в стакан. Еще нам нужна будет лопатка, которой вы будете перекладывать зефирную массу из чаши миксера в кондитерский мешок. Зефирная масса уже готова к отсадке. Перекладываем ее в кондитерский мешок. Действуем достаточно быстро, потому что температура стабилизации зефира 40 градусов Цельсия. Зефир рассаживаем по кругу в виде розетки, делая 1
2 или даже 3 завитка, в зависимости от того, насколько у вас крупная насадка. Друзья, мы отсадили зефир. Теперь отправляем зефир на стабилизацию. Время стабилизации от 6 до 12 часов. И все зависит от температуры воздуха и от влажности. Друзья, наш кофейный зефир стабилизировался. Он легко отделяется уже. И теперь мы с вами смешиваем какао-порошок с сахарной пудрой и присыпаем сверху зефир. Теперь снимаем зефир с подноса и соединяем по 2 штуки. И так поступаем со всем зефиром. Друзья, посмотрите, какая получилась красота. Зефир готов. У меня он стабилизировался всего лишь 3 часа. Очень быстрая стабилизация. И жаль, что вы не ощущаете этот превосходный кофейный аромат. Консистенция у зефира очень нежная, упругая, воздушная. Вкус. Выраженный кофейный вкус, ярко выраженный кофейный аромат и яблоки ощущаются во вкусе. И создается полное ощущение, как будто вы пьете кофе экстра-класса и вместе с яблочной шарлоткой. Очень необычный, восхитительный вкус. Я вам советую его приготовить. И у вас он обязательно получится, потому что вы, мои дорогие, гениальны. А сейчас давайте посмотрим, какая консистенция у этого зефира. Нежная, упругая консистенция суфле. Готовьте с удовольствием. Приятного аппетита, друзья! С вами была Пульхерия. Нажимайте на колокольчик, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео со своими друзьями в социальных сетях, пишите комментарии и ставьте лайки. До новых встреч, друзья!